У нас доброе утро вторника. Вы посмотрите, у нас выпал снег, лежит и не тает. Уже сейчас 12 час дня. Снег лежит, не тает. Это значит, что держится мороз. И это прям удивительно. Удивительно. Я вообще в этом году вообще не рассчитывала на такую щедрость. Со стороны вот зимы я не думала, что мы увидим снег. Вот, девочки, за 2 дня, посмотрите. Вот такая вот история. Не знаю, правда, что это вот такое вот коричневое собирается. Видите, вот здесь вот, там где стекает, наверное, я думаю, такое качество воздуха, да? Или, может быть, там фильтра, по которым оно там внутри там проходит, эта водичка. Не знаю. Вот, ну, видите, вот такая. Так, ну, что делаю? Я эту воду не выливаю. А беру, вот у меня есть такой емкость для полива цветов. Я там раньше отстаивала воду, набирала и отстаивала, вот, чтобы хлор уходил. А теперь думаю, это же вода своего рода тоже какая-то. Она как, знаете, как типа дождевая вода, да? Типа а-ля. Вот, поэтому вот я ее беру, собираю и поливаю цветы. У нас сегодня уже 6 число. Вот я собралась в магазин, потому что я сегодня дома и хочу приготовить ленивую лазанью. Нашла рецепт, у меня есть фарш, что готовится лазанья в сковороде, вот, не в духовке. И так как у меня уже голова пухнет, я уже вообще не знаю, что мне готовить, вот решила приготовить этот рецепт, поэтому иду за листьями лазаньи и за томатом, томатной пастой, что-то в этом роде. И сегодня же 6 число. Вот, православные отмечают также Рождество. Сегодня сочельник, святой вечер. Кто-то перешел по-новому, кто-то остался на старом. Я уважаю выбор каждого. Совершенно у меня нет ни по этому поводу разногласий в моей голове. Вот, поэтому я хочу поздравить с этим светлым праздником тех, кто отмечает его сегодня. Пожелать, конечно же, здоровья, самое главное, и всего самого наилучшего. Хочется, чтобы люди во всем мире были одинаково счастливы, независимо от вероисповеданий, от взглядов, от каких-то там множества факторов. Хочется, чтобы все были счастливы, вот, на самом деле. Потому что, когда люди счастливы, у них нет в голове, собственно, места для каких-то плохих мыслей, поступков и всего плохого. Вот так вот. Так, ладно, я пошла в магазин. Потому что сегодня еще нам на 6 часов у мамы запись к семейному врачу, и я хочу ее отвезти туда. Вот, поэтому мне нужно поторопиться. Еще Марк сегодня на курсах, и он придет, и у нас дома ничего нет. Совершенно покушать. Вот. А я полдня, как всегда, тем всем. У меня, как, знаете, день свободный. Все, у меня какая-то прострация наступает. Я очень долго собираюсь и настраиваюсь на какие-либо дела. Так, ну, у меня, знаете, началось. Я такая иду, когда каждый раз в магазин, и думаю, так, мне нужно всего лишь то-то, то-то и то-то купить. Всего лишь. В общем, в итоге, только заходишь в магазин. Вот сегодня мне нужна лазанья была, и скажите, что лазанья и томатная паста. Но я только ногой в магазин, я вспоминаю, у меня же нет яиц. Вот, у меня же нет того, у меня же нет всего, и все, и сейчас начнется. Пошло-поехало. Так, тут еще наш Джамбо. Тут такая история, что сейчас тут может еще не обнаружиться еще лазаньи. Тут такое, тут бывает, а потом раз у тебя нет. Ага, есть. Я смотрю, даже есть со шпинатом, вроде бы как лазанья, и вот что-то такое, обычные листы. Думаю, мне вот эти нужны. Да? Или же здесь достаточно? Или недостаточно? А, вот еще листы лазаньи. Ой, вообще хорошо, смотрите. По 85 центов.
Я даже 2 возьму. Я только что замариновала крылышки, у меня были в соусе барбекю, чеснок, ну, специи и масло оливковое, да. И все. И думаю, где-то на сутки минимум, потому что... и соль, конечно же, да. Потому что если будет меньше, по времени я заметила, будет просто, ну, просто курица будет безвкусная. Все-таки нужно подождать, пока замаринуется. Я уже собрала ленивую лазанью. Теперь ее нужно на медленном огне, получается, доготавливать. Подробный рецепт я на кулинарный канал сняла. Ну, так, надеюсь, все получится, потому что у меня нет еще проблемы, у меня нет нормальной сковородки. Вот, сотейника такого, чтобы он был большой в диаметре и высокий. Вот это вроде бы как удобная, она широкая, вот, но там у меня есть она небольшая, но немножко глубже. Даже не знаю, как было бы лучше. Понятно. Вот здесь принимает наш семейный врач. Она, похожа, с Казахстана. Но уже давно здесь живет Юлия. Вот. И, я так поняла, она здесь и живет, и принимает. Внизу приемная, вверху, наверное, она живет там. Здесь как-то так оно. Здесь вот есть раздеться. Это наша карета. Ну и там еще есть предбанничек. И там тепло. Там такая батарея. И не экономит. Это очень тепло. Какая ручка? Ну, была такая ручка. Была. Ну, мало ли что было, как бы, знаешь. Ну, что тут наша лазанья? Ну, вроде бы ничего. Ну, вроде бы вижу, как в лазанье, знаете, вот такие кучерявые. Кучерявые такие концы. Ух ты. Была-то она еще и вкусная. Что мы будем с тобой, Валерусь? Вдвоем или подождем Марка? Даша сегодня вот подружек. Смотрите, пока я ходила, Валерочка здесь свечи позажигал. Прям красоту такую прям тут устроил. На улице снежок. Ну, вообще. Вот это я понимаю. Рождество, да, Валерий? Да. Настоящая. Такая красота у нас получилась. Мы понемножку по бокальчику мартини. Маму тоже позвали. У нас утро среды сегодня. Что-то разыгралось неимоверное. Для Бельгии, посмотрите. Здесь прям метель. У нас прям метель. Заверюха, посмотрите. Бельгийцы вон чистят. Вот это да. Вот это чего я не ожидала. Так это... Вот это увидеть не ожидала, честно. Прям заверюха. Может, отменяют там какие-то там мероприятия сегодня. Ну, в плане там у кого-то школы отменяют, у кого-то еще там что-то. Ну, просто на камере так не видно. На самом деле прям крутит хорошо. Я думаю, на дорогах здесь непросто сейчас. Вчера даже трамвай там что-то ходили с опозданием. У нас Валерочка сегодня на завтраке стоит. Так вот, влажатся сухарики. Которым желательно уже недельки 2 Нет. в холодильнике. В бумажном пакете держите, и будет у вас сухарики. круглый год сухарики. Режется очень тонко. Ну, потому что по-другому никак. Потому что оно должно эксклюзивно быть. Ага. Потому что по-другому вы просто не откусите. Потому что все слаживается. Назад. Чтобы не досталось от других. Чтобы еще и через год у вас были сухарики. Не дай бог, чтобы они не закончились. А у меня вот тостики делаю. Ну, я бы решила делать и на Валерия, но он предпочел. Нагло открывается крышечка. Нагло. И выкидывается. Намазывается. Ну, если вы еще не знали, то чтобы знали, что берется маслечко под икру.
Берется потом вот так. Ложкой бери пластиковую, Чайная чтобы она не ложечка. воняла потом вот это. Не надо. И легонько. Рассыпайте по всему столу предварительно. Желательно, чтобы попала на пол и наступить на нее. Это вообще будет высший пилотаж. Ну, Если у вас ничего не упадет и вы ничего не выпачкаете, считайте, что ваш бутерброд будет невкусный. вот так вот. Очень вкусно. Ну, сегодня вообще ходишь, а взгляд по-любому приковывается к окну. Благо, я вот мечтала на такое большое окно видовое, чтобы пошел снег. Но, к сожалению, по прогнозу, туда попозже пойдет дождь и будет 5 градусов. Не 5, 2. 2, там на неделе будет и 5. Так что все вот это вот потечет. Но вообще сейчас, конечно, это проблема сейчас для бельгийцев. Аварий много, они особо не привыкшие к этому, поэтому еще и ветер сейчас. Ну, не видно на камере, плохо все это видно. Никто не выезжает. Ветер хороший. Да, моя знакомая туда с курса в сторис опубликовала, что на Морцель там что-то упало, короче, стояла огромная бетономешалка возле стройки. И ну, улицы Шуские односторонние, понял? И, короче, ехала грузовая машина и каким-то образом задела ту огромную вышку и бетономешалку. И это все, короче, то упало. Этот грузовик не смог, потому что он вплотную, короче, к этому устройству. Короче, все. Движение перекрыто написано. Да. Так, не привыкшие они к такому. Они также, видел, вплотную обычно сунутся по этому. Ну да. Вот, а тут в таких условиях так это вообще. У нас Валерочка сегодня на завтраке, но я вижу, что он тут для себя только там. У меня все по старинке. У нас от безделия все вот это, все крутятся вокруг этого стола. Мама у нас сейчас на процессе борщ. Вот. Стабильно раз в неделю готовит. Не, раз в 2 недели получается. Валерий сходил, принес. Борщ очень вкусный. Даша говорила, я еще не ела. То Макдональдс, то еще что-то. Валерия Салко. А что ты не купил вчера в магазине в этом, в нашем Салко? Какого нашего? Ну ты ж вчера А ездил в это микс-маркет. что? А это Ну что? так это ж не Салко. Это непонятно что. Салко тут брал хорошее. Так, да. Ты ж не с маркета. С привоза. Ты с привоза. Лучка давай, чтобы у нас тут дома пахло к вечеру. Или чесночка. А можно все вместе. Какой аппетитный. А ты еще на кого-то, да? Ну на тебя ж. На меня. Когда сидишь дома, хочешь, не хочешь, ты от печки просто не отходишь. Вот когда у тебя семья, ты просто не отходишь. Независимо от того, есть что-то приготовленное, нет что-то приготовленное. Сейчас Марк захотел обедать. Из всего того, что ему предложили, ему захотелось там есть немножко там лапши отваренной. Вот. И я вчера мариновала крылышки. Вот, захотел крылышки. Их нужно приготовить. Вот. Вот, пожалуйста, вот вчера мариновала. Сейчас поставлю в гриль. И все. Давно я не пользовалась что-то, если честно. Ну вот, это оставлю порцию Валерычу. Тот собирается в баню идти, после бани придет же, как всегда, голодный. Так, сейчас включим. Будет уже, ну, к концу готовки. Я хочу еще немножко медом, так, немножко разведу его с чем-то, потому что у меня нет ни соуса терияки, ничего такого. Так,
Вот, просто мед чем-нибудь разведу и, может быть, соевым немножко и смажу, чтобы корочка была вот эта вкусная и ароматная. Ну, а я решила, раз у меня такой день сегодня замечательный, свободный, думаю, все-таки немножко уделить внимание нидерландскому. Там нужно, точнее, времени нужно уделять много. Там у меня и по курсу там очень много нужно учить. Ну, и книги вот эти, которые я тоже взяла, они, собственно, такие детские, но хорошо. Здесь как правильно ставить предложение вот с элементарных слов, видите? Так, я заглянула на разведку и думаю перевернуть еще немножко с другой стороны их. Чем зажаристее корочка, чем вкуснее, мне кажется. Однозначно. И может быть я даже и не буду этим медом смазывать, потому что они и так от соуса довольно-таки имеют вкус такой хороший, насыщенный. Марк включил свою музыку. Боже, 3 пластинки купить, это, знаете, прям этот рок. Я говорю, ну хоть бы одну купил там что-нибудь такое нежное и приятное. Так, еще сколько там минут? Так, придется еще. Вот уже его лапшу уже подогрела. Тут еще есть кукуруза немножко. Все то, что он любит. Так, банка. Надеюсь, они мягенькие. И сочные. Да? Так. И кукурузку добавим. Камера делает каким-то прям черненьким все, хотя они просто зажаренные. Они совершенно не черненькие. Сюда покладем кукурузку. Кукурузка с крылышками вообще классно сочетается. Я помню, мы когда жили в Ирпене, у нас там рядышком открылось заведение, и там просто обалденно готовили крылышки и подавали вместе, как бы, как гарнировка, не знаю как. Кукурузку, но такую, как бы, порезанную на... Ну, кусочек прям кукурузки, прям на, ну, как качанчик порезанный. Не зернышки, а прям. И это было очень вкусно. Так, ну все, муж пошел в баню. Понимаете, тот человек, который совершенно не может находиться дома, совершенно не может отдыхать. Он так, как бы, ну, максимум 1 день. Потом все. Я смотрю, он мается, с угла в угол ходит. Он просто скучно. Понимаете, если я очень люблю находиться дома, я всегда найду себе занятия, умный список книг, которые хочу прочитать, там, фильмов, каких-то видео, там, что-то там смонтировать. В конце концов, вот этот язык. Вот. Есть, мне не скучно одной, вот совершенно. Я люблю, конечно, да, куда-то поехать, что-то посмотреть, но это такое, знаете, там, где я не была, или там, где очень красиво, там, или ну, вот что-то в этом роде. Но постоянно где-то болтаться по улице, лишь бы не дома, нет, я такое не люблю, вот. А он любит общаться, он любит какие-то смены постоянно декораций, ну вот как-то так. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вам показать те средства, которые я купила тогда себе на Новый год. Я не буду уже называть бренды, дабы не нервировать людей. Это такое дело. Но те, кто меня слушал, те понимают, о чем идет речь, потому что девочки просили меня поделиться своими отзывами, вот, потому что тоже находятся там перед выбором, там что, допустим, там себе взять, что там обновить, там стоит, не стоит. Но, если честно, я прям такой тот еще эксперт, во-первых. Во-вторых, я... Так, сейчас вам покажу. Вот я взяла вот B30 в таком, в круглом, я вам сейчас покажу, в круглом таком флаконе. Здесь идет
Ой, такая кисточка. Сейчас вам покажу. Кисточка такая, шикарная кисточка, немножко иная, потому что в том прямоугольном была тоже квадратная, и такой был толстый такой ворс, и такой скошенный, такой плотный-плотный. А сейчас, в этом, видите, какая-то она более такой вот, как карандашик, видите, какой-то вот такой вот. Я вам даже сейчас покажу, найду для сравнения сейчас. Так, девочки, принесла. Сейчас покажу. Смотрите. Это была такая вот кисточка была в прямоугольном в том моем, и вот такая вот сейчас. Но, тем не менее, они обе удобные. Знаете, поддалась реально чужому мнению, потому что, ну вот прям, ну не все, прям не весь мир, но несколько, допустим, уважаемых мною блогеров действительно его расхваливали, говорили, что он просто неповторимый. Именно вот такой вот, ну в круглой, да, вот в круглом таком, в круглой баночке, в круглом тюбике. Конечно же, мною владело любопытство, потому что мне тот, если честно, очень понравился, очень. У меня прям не было к нему никаких вопросов, не было никаких пожеланий, мне он супер понравился. Но когда я услышала, что есть еще вот такой вот в круглом, ну, мне интересно стало, вот я взяла, я не знаю, не могу еще сказать свое собственное мнение, потому что, ну, первый раз я попробовала, протестировала там прям в магазине, но я прям хорошо, не жалела ничего. И пришла домой, мне очень-очень понравился эффект. Я не скажу, что он прям лучше намного, чем был тот предыдущий, но мне он понравился. Но он, по крайней мере, лучше, чем, допустим, я взяла флюид перед этим Ланком. Вроде бы девушка-продавец нахваливала, но когда у меня уже было перед тем другое средство, вот такое вот, конечно же, это выигрывает. И я это не скрывала, я сразу же это озвучила. Вот, ну, однозначно. Поэтому вот сейчас, вот, допустим, вот этот вот сейчас у меня на лице, не особо, мне кажется, понятно, но все равно понятно. Но он крутой, очень крутой. Вот он, конечно же, не прикрывает. Знаете, там, если какие-то есть недостатки, допустим, на коже, прям какие-то серьезные, он не прикрывает. Нужно что-то более плотное. Можно ли комбинировать с чем-то, может быть, тоже, допустим, этого же бренда, но что-то взять плотнее и сверху уже нанести. Ну, я не знаю, я так не пробовала, но он очень такой легкий, он хорошо, получается, в кожу впитывается, и получается вот такое вот сияние, посмотрите, тоже матирует, тоже, но он, получается, прям растворяется на коже, и нет каких-то, знаете, прям большой разницы, допустим, там с шеей или с другими частями вот тела. И, конечно же, увлажняет, и вот этот блеск, он, конечно, не знаю, он крутой. Вот насколько я пользовалась другими, ну нет, все же этот намного круче. Поэтому, девочки, ну, я не знаю, у кого какие, допустим, там требования, да, ну, каким-то там продуктам, ну, я не люблю слишком плотное, слишком вот какой-то такой вот яркий, вызывающий макияж. Я даже не то, что не люблю, я просто не могу этим всем пользоваться, и я сама себе не нравлюсь, когда на мне много макияжа. Я даже когда себе стрелки, мне один раз визажист, я не помню, на свадьбу куда-то, мы там шли, и я, да, обращалась к визажисту, я не могла на себя в зеркало смотреть, вот настолько я была вот чужая сама себе, и это было настолько некрасиво и настолько неестественно, что, ну, честно, ну, нет у меня желания вот прям такой макияж, знаете, наносить, вот, постоянно ходить, вот, поэтому вот это все меня очень-очень устраивает, вот, ничего другого, просто несколько продуктов, ну, качественных, и мне этого достаточно, по большому счету, вот так вот. И еще я себе, знаете, что взяла, вот, и еще я себе взяла румяна. У меня тоже были такие же, вот, они, в принципе, так надолго и хватает, этого же бренда, что и флюид, вот, но вот эти все переезды туда-сюда, в общем-то, разбились, потом высыпались, раз, два, открываешь, короче, высыпались. Так, вот это вот номер 03, я вам сейчас покажу. Вот, у меня были, конечно, перед этим более такие розовее, но не такие, знаете, тоже прям с таким вот, ну, как у хайлайтера, знаете, такой блеск в этих румянах. И они тоже очень красиво лежат, и нет такого, знаете, прям интенсивного какого-то оттенка, очень нежно тоже, они как-то так впитываются, и получается очень-очень красиво все это так выглядит. Сейчас вам покажу делать. Натуральный, но это вообще мои тона. Видите, вот какой. Без розовинки. В предыдущих у меня было прям больше розовинки. Вот такой вот. 0,3, если что. И тоже вот на коже растворяется. Вот видите, получается очень красиво. Я люблю такие макияжи, знаете, вот такие вот в таких тонах.
Поэтому я очень-очень довольна, потому что я хотела себе, в принципе, обновить. Вот. А Протон я вообще, если честно, очень счастлива сейчас. Хотя, по большому счету, я каждый день им, конечно же, не пользуюсь. Вот. Потому что у меня на каждый день есть вот этот мой Estee Lauder, и он меня вполне устраивает, если честно. Вот, как для каждого дня он тоже хорошо, как на каждый день, он вообще изумительный. Он тоже легко растворяется на коже, он матирует, но кожа выглядит более естественно, без какого-либо, знаете, вот блеска, такого шика, всего остального. Так что вот, поделилась. Вы меня просили, вот, я поделилась. И теперь я спокойна, вот, потому что, такие вот моменты, когда я пообещала, игнорировать не очень люблю. Так что